Другой. Мультик касатка. Акула мультика. Нет, папа, я машина одну. Бери машину, раскрылка. Нет, я нет. А что она? На путь. Нет. Бери тебе. Я нету. На вот. А что был? Канаганет. Арухат. Бол. Привет, Токич. Так, все. Давайте начинать. Окей. Привет, токарь. Привет всем. Привет всем, кто подошел. Звук у игры, да, вроде есть. О, как я. Так. Вот вроде бы и устал, а вроде бы и нет. Игра для неженок. Да, если бы быть неженкой звучало бы типа как «Трахни меня нежно», то да, это игра для неженок. Так. Привет, да. Как день прошел? Ну, довольно-таки хорошо, на самом деле. Грех жаловаться. Очень даже хорошо. Ну, что я делал сегодня? Сегодня монтировал видео. Чутка изучил кое-какие учебные материалы. Ну, в основном видео монтировал. Сегодня вот чистым монтажом занимался.
поднимаю активность на YouTube канале. Ну надо бы, а то что-то совсем как будто бы и забросил, но с другой стороны как будто бы и нет. Надо бы как-то, да, какую-то активность проявлять. Бля, как ты меня напугал. Подожди. А во время файта, если я винтовкой буду нападать, он будет тратить патроны, да, ж по-любому? Блин. Это за что? Да, слышь, ты куда без рук так много на урон наносишь? Какая мразь. Блин, надеюсь, у него будут патроны. Порох. Конечно. Так, надо бы... Не, ну вообще, по идее, насрать на остальных людей. Ну, трейхардить в плане спасти всех, там прочее. Но это невозможно. Короче, будем максимально делать отыгрыш в плане я хочу выжить без геройского дерьма, знаете ли. Короче, максимально. Так, кстати, я чуть не забыл. Надо бы настроить алерты. Вот и все. Тебе сейчас 31? Это мне, по-моему, 33. Ну, я тоже долгое время думал, что мне 31. Ну, типа, в течение 3 лет, по-моему. Привет, Мош. Здравствуй. С возвращением. Рад видеть. А мы только начали. У него описание просто 5 лет не меняется на Твиче. Ну да, я забываю. Блин. И я глупыц, как говорится. Блин, может ушатать его? Собак.
Вяленое мясо, между прочим. God damn. Атмосфера становится все тяжелее и тяжелее. Всех мочить будешь? Ну, думаю, да. А потом поговорю с доктором и позырим, что будет. Мясной пирог и водка. У-у-у, бинго. Еще мясной пирог. Ах ты гнида блядская. Так. Так. Блин, ну это максимально херово. Очень херово. Ржавая труба. Условие нужно написать. Это жестко. Что поделать, что поделать. Ученым ребятам приходится идти на такие вещи. Слушайте, а урон прям такой хороший. А ты играл Dark Souls до Конечно. Demon Souls, Dark Souls. Первая, вторая, третья. Но первый Souls, конечно же, был Dark Souls, который я играл. Отрублены руки и ноги. Что еще? Bloodborne. Секиро. Если вообще Souls имеешь в виду, то Mortal Shell, Hellpoint, Surge 2. Ну, я много... Нихера себе, я там только что винтовку достал из этого ящика, серьезно? На тему истории французской политики пипец скучно, аж пальцы не дергаются. Ёпта. Ну напиши, что они сдались просто. Винтовка МБ. Блин, конечно это да, но жалко я не меткий стрелок. А с помощью этого, как его, Хексона я могу заработать меткого стрелка? Наверняка же, да. 2 шиллинга. Заебись. Орел. Хорошо. Ну блин, это патрон для дробовика. Бодрящие таблетки. Тухлое мясо. Пиво. Блин, мне бы пилу, кстати. Ну, посмотрим, да, посмотрим.
Ну, вообще думаю, что стоило бы выполнить. Увер... Ты чё, мудак, что ли? Ты чё, конченый? Серьезно? В 52 меня ушатал? Ты чё, он боксер? Он особенный, что ли? В 52 меня ушатал. Когда как все остальные, типа 27, 25, ну, ладно, где-то, короче, в районе 20, но никогда не в районе 30. А этот меня в 50 просто. И нет меня просто. Критически, да я хер, ну, возможно, да, как будто кританул. Капец, он конченый просто. За шо? Так. Ладно, давай попробуем по-другому пойти. По-другому пойдем. Не, ну вообще туда пойти, конечно, стоит. Там все-таки сундук есть, вся херня. Ну, чисто ради разнообразия пойдем сюда пока. Стратегия какая будет? Не буду трайхардить, не буду думать о том, что стоило бы поспать потом и там прочее и так далее. Буду спать тогда, когда предоставится возможность. Постараюсь максимум прогресса, импакта вносить и потом идти спать. Но без фанатизма. В плане того, что если буду чувствовать, что у меня, ну, я не вывожу, то иду просто сейвлюсь и все. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. А тут такой прикольный музон. О, блядь! А знаешь что? Иди на. Я вот уверен, ты конченый человек. Вы проверяете функциональность винтовки. Я в него аж 2 раза выстрелил. Ну, я, конечно... Давай не будем драться после того, как я ему руки отстрелил. Ну, мне пизда, походу. А, у тебя хуй пульсирует. Жестко. Это жестко, чувак. А. Погоди, что? О, нет. Орел. Он меня хотел трахнуть, что ли? Гамбра. На нахуй. Все, готов, ублюдок. Ключ от подвала в кармане дровосека, и также берете топор. О, сюда, блядь. Ебать. Тело больше не подает признаков жизни. Телосложение дровосека кажется невероятно мускулистым, несмотря на то, что на первый взгляд так не кажется. Ладно, валяйся там. Ну, дровосек, вот он. Надо будет его башку отнести. Козлик.
какой-то. Здесь одинокий козел, кажется, он занимается своими делами, полностью игнорируя ваше присутствие. Дайте морковь. Коза есть морковку без всяких торжеств. Он по-прежнему ни в малейшей степени не признает ваше существование. Не, погоди. А кого он убил-то? Тело сильно изуродовано. В теле нет ничего ценного. Так. Ну, я думаю, надо козу как-то задобрить. Найти какие-нибудь ништячки. Пшеничная мука, яйцо. Еще морковки надо бы ей принести. Электричества, похоже, нет, поэтому телевизор остается темным. Логично. Бутылка пива. Так. Осколок стекла. Белый флакон. Окей. Вот для чего мне осколки стекла? Для крафта, наверное. Да, больше угрозы нет, как будто бы. Но это не точно. 5 шиллингов. Я, конечно, не имею представления зачем, но... Ну, типа, зачем мне бабки? Похоже, что кто-то только что выбросил сюда все, что считал бесполезным. Зачем вообще их хранить в первую очередь? Изолента. Мел. Это, наверное, было бы полезно для оккультистки. Здесь что-то написано кровью. Лучший трах в моей жизни. Не, он точно хотел меня трахнуть, я вам так скажу. Я ввела его холодный член внутрь себя. Даже мои чресла не смогли его разогреть. Да, я сделал это. Я переспала с черным калибом. Я попробовала его с всеми. Он был большим мужчиной, чем ты когда-либо мог быть. На самом деле в 2 раза больше. Ну что ж, мы можем только порадоваться за нее. Это ты, да? Там все нарисовал. Здесь есть, по-видимому, мертвая пожилая леди. Кажется, она крепко держится за клочок порванной бумаги. Судя по ее внешнему виду, она мертва уже некоторое время. Ее голова чем-то разбита, а запястье вскрыто. Вы не можете сказать, что именно привело ее к кончине. Похоже, что у нее нет ничего ценного. Записка была написана кровью. Я воссоединюсь со своим возлюбленным на другой стороне. Окей. Вы проверяете книжную полку на предмет чего-нибудь интересного. Вы находите Алхимия, том 1. Ну что ж, мы сейчас походу сможем творить алхимию. Здесь кое-что написано, но все это бессмысленный бред сумасшедшего. Ну, как сказать... Основа алхимии, Алхимия, том 1. В этой книге перечислены эффекты различных трав и растений. Синие травы обладают целебным свойством, их часто растирают на открытых ранах и ссадинах, эффект почти мгновенный. Зеленые травы используются на открытых ранах для предотвращения инфекций. Красные травы сами по себе бесполезны, но в комбинации с другими травами инсулируют их. Ну, это чисто Resident Evil, да. Лаванда, ее запах снимает беспокойство и страхи. Есть теория, что это также отпугивает пчел. Рецепты для сильно сильнее. Так, тогда создать предмет. Окей. Very good and very nice. Здесь вырезан ритуальный круг. Окей. Все. Вот к этой вот полке почему-то я не могу подойти, это тупо.
Да, кто-то тут оторвался по полной. Чисто кайфанул. Но, видимо, дровосек и кайфанул. Надеюсь, он жил тут один и чисто эту старушку любил. Вы проверяете книжную полку на предмет чего-нибудь интересного. Вы находите флаер «Человек из снов». Жестко. Это же Перкель. Видели этого человека во сне? За последнюю неделю или около того, начиная с полнолуния, люди по всему Прехивелю и соседним с ним поселениям видят это лицо в своих снах каждую ночь. Если вы один из них, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь нам идентифицировать этого человека, пожалуйста, свяжитесь с нами. В листовке указано связаться с нами, но в листовке нет контактной информации. Ну так-то кровать, да. Не, прикиньте, если бы я не убил дровосека, например, и каким-то чудом избежал бы встречи с ним, и такой бы лег спать, типа, думая, что ну как наивный какой-то придурок, и угадайте что? Да, это случилось бы точно. Этот здоровенный мудила меня бы трахнул точно, я вам говорю. Когда ваши глаза привыкают к темноте, колодец в конце концов не кажется таким уж глубоким. Вы можете довольно легко увидеть нижнюю часть, колодец пересох. Да. Лайфхак для тех, кто хочет завести отношения без обязательств. Это начать игру Fear and Hunger и, не убивая дровосека, пойти спать в его дом. Да. Не благодарить. Пользуйтесь. Как у него жена в подвале. Ну так он как бы перестал уже быть мужем. Жена-то у него мертва. Так. Его глаза смотрят сквозь вас. Такое ощущение, что Казан настолько высокого мнения о себе, что ей не нужно признавать вас. Короче, понятно. Девичий лес. Тут еще. Блин, зачем лошади привязали ноги и потом... Не, ну это... Не, я не согласен с вами, товарищи собаки. Собаки, я помню, что очень страшно еще и в первой части. А эти собаки еще и какие-то безголовые. Кстати, сколько у меня патронов? 5. Мало. Прикольно. Не, ну его нахер. Я уж подумал, за мной. Ладно. Я, в принципе, хорошо вооружился. Могу пойти дальше. Пойду в старый город. О, зеленая трава. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Жесть, я покушать люблю.
Блин, какие-то одни негативные эффекты. О, чел ушел. Странно. Танака ушел. Я тоже начинаю чувствовать голод. А я супчик поел. Навальство-то какого хорошего. Блин, мне вот, кстати, стало, знаете, что бесить? То, что дети не кушают. Внезапно, но это так вообще. Капец, я как стал вот ненавидеть эту тему, когда дети не кушают. Вот сам не понимал, почему у меня родители злились на это, но у меня вот самого такая тема появилась. Это как, ну, типа как-то хочется, чтобы они поели и там прочее нормально, сытно, чтобы голодными не были. А то обычно они, если давать им как бы делать, что хотят, они потом ночью такие подрываются и говорят, мы кушать хотим. А там уже и как бы еду разогреваешь, там прочее, это вот все. И как бы, чтобы избежать вот этого, это раз. Во-вторых, чтоб массу набирали. И потом эту массу можно будет превратить во что угодно, в мышцы и так далее. Это два. Ну и, собственно, чисто, чтоб человек рос. Человек, который хорошо кушает, он растет. Вот так вот. А, это синяя трава. А я же видел такие травы. А я думал, их подбирать не могу. Она выглядит тупо как зеленая. Ну ее уж точно... Так. Какой же конченый, блядь. Ох, я случайно... Ну, я типа... Я, короче, хотел побежать, но у меня винтовка была в руке. Ну да, он как бы мне серьезного урона не нанес. Но это, видишь, вот сейчас вот превращается в лютый кал. Так. Порох, порох, порох. Хотя пока не буду, наверное. Блин, вот найти бы красную вообще был бы топ. Так. Паприка. Гуляш. Кайф. Лисичка. Козье копыта. Вот интересно, козье копыта, оно... Хотя вообще не знаю. Нет, наверное, это плохо в любом случае. Я не знаю. Если я пытаюсь представить то, что можно ли было бы козье копыта использовать на супчик. Ну, наверное, можно, но в то же время... Скорее всего, не... Это явно не было бы вкусно, я уверен. Эти бочки в роли холодильника, да? Ну, кстати, возможно. У них, видимо, 300 хп. Мне было оружие, которое вот чуть-чуть повыше уроном.
И был бы вообще кайф. Так, еще одна синяя трава, кстати говоря. Я уже могу себе сделать синий флакон. Пилочку. Но не буду. Дождусь красной травы. Когда она появится. Но я думаю, что бочки, скорее всего, могут быть использованы как холодильники, если их ставят, не знаю, рядом с водой или прямо на воде, прикинь. Типа, бочка, на дно бочки ставишь камни и внутрь закидываешь там, не знаю, что угодно, типа мясо, еще что-нибудь такое. И он там какой-то такой более-менее нормальной температуре, которая, ну, не сильно. Да, у них 300 хп. Думаю, могут храниться какие-то продукты. Конечно, теория прохладная, так сказать. Но тем не менее, мне кажется, вполне себе может быть. Так это европейский рыбацкий поселок. Пожалуйста, не убивай меня с первого раза. Козел, блять. Конечно, на. Ну, конечно, ты это сделаешь с первого раза. Просто с первого, блять, раза, на. Ну, как по-другому просто. Ну, главное, теперь я смогу нормально с этим дровосеком разобраться. Причем цель-то у нас какая-то есть хорошая. Разобраться с дровосеком. Укусы дают царапки. Чё ж у него так много возможностей-то? Охереть. Вот, синий дрова. А как узнать? Непонятно. Что это за трава? Наверное, если есть книги ботаники, то, наверное, тогда что-то будет известно. Возможно, только тогда. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Так. Я так чисто смотрю, какая трава тут есть. Охотник за травой. Да. Это красивый. Капец, он, конечно, спортсмен. Вот это красивый. Термина надвигается.
Что в колодце интересно? Ничего, он высохший. А вот это там. Уккалах, ага. Фигунях турur. Elime фигунях ходячинди. Посмотри. Погоди. Папа. Блин. У него топор в руке. Ясно. Ну это ГГ, он мне руку отрубил. Блин, без меткой стрельбы, конечно, это беда какая-то. Скорее всего, с меткой стрельбы я, конечно, творил бы какие-то интересные вещи. Ну, получилось, в принципе, да, но... Ну, короче, выстрелил в него 2 раза. Кажется, это и было решающим фактором моего успеха. Вот только я не помню... Что послужило успеху в конечном итоге? Я его с первого выстрела только одну руку отрубаю или все-таки 2? Непонятно. Да, одну. Да, все, хана тебе. Папа. Папа. Папа, это, а та там не тот. Вот это око не тот. Антон, Санан там где? Винтовка, на. У ему руки отрубил. Ищет какой. Блин, он просто толчками меня убить собирается. Я забыл про эту механику. Блин, дерьмово. Итог у меня не такой уж и хороший. Ну ладно, может быть, повезет в дальнейшем. Может быть, повезет в дальнейшем. Что это поделаю? Где? Вот это. Папа, это сейчас я попробую. Где? О, папа. Ну это усталость, выносливость героя. Не, ну... Я уверен, если прыгать вниз, то это ГГ. Просто смерть. 100%. Но эта игра такая. Я где-то первую часть играл, я уверен в этом. Репка. Ну, кстати, репку, возможно, можно дать козлу. О, синяя трава. Ну ладно, это, блин, действительно неплохо. Белый флакон. Вот интересно, что белый флакон делает? По-моему, лечение тоже своего рода что-то было такое. Пять шиллингов. Ну, чисто успех, блин. Металлолом. Изолента. Репа. Кози копыта опять. Тухлое мясо.
Ну, в плане лута с бочек как будто бы покруче. Лутецкий выпал. Та-та-та-та-та, они. Ты легко бы тебя хоть М? умерла. Книга просветления. Ничего себе, тут даже книги рандомятся. Книга излучает цвет всех возможных цветов. Вы чувствуете, что ваше путешествие только началось, как будто ваше существование до этого самого момента было лишь наблюдение за кем-то совершенно другим. Вы чувствуете, как меняется перспектива вашего окружения, как будто все начало уменьшаться, или, возможно, вы сами вознеслись выше. Ну, возможно. Ну, возможно, дровосек вот как раз таки его любовника и убивал. Связь между вашим разумом и телом начала истончаться. Папа. Какая тупость. Та-та-та-та. Классно. Книга просветления — это сохранение в любом месте. О. Да кровь там. Ну это охереть как тупо. Ебдрить. Ну вот так вот, это Ференхангер. Только все с помощью проб и ошибок и познается. Блин, как вы же... Приход Кайзера к власти. Так. Полночная газета 31 января 1936 года. Сегодня состоялось официальное назначение Кайзера канцлером Бремена. Примерно за 14 лет Кайзер создал величайшее народное движение, которое когда-либо видел Бремен. Точнее сказать, одно из величайших в нашей истории. Это таинственный человек, который, кажется, так и остается неузнанным под своим теперь уже фирменным капюшоном, приобрел популярность. Казалось бы, из ниоткуда, но просто понаблюдав за тем, как он произносит одну из своих знаменитых речей перед толпами, становится совершенно очевидно, почему как высшие, так и низшие классы пали перед его обаянием. Энергия Кайзера — это то, что стоит почувствовать лично. За короткий промежуток времени Кайзеру удалось объединить страны Среднего Запада под флагом Бремена. Он сформировал отряд специального назначения, марширующий во тьме дня, которые эффективно наращивали власть Бремена быстрыми темпами. Темпами, которые заставили лидеров Восточного Союза забеспокоиться. Невозможно предвидеть, к чему приведут эти события в мире. Его поступки вполне можно описать как мерзкие и чудовищные, но только будущая история может сказать, оправдываются ли его цели такими средствами. Письмо дровосека. Едрить. Вот это интересно. Зверь проник в этот дом. Это больше не моя собственность. Зверь забрал мою жену, он забрал мое достоинство, забрал мою веру. Если бы это было не полнолуние, я бы позволил ему забрать и мою жизнь. Тоже моей собственной рукой. Понятно. Да, здесь какой-то лютый трэш творился. Блин, морковки нет. Не могу заработать респект у козла. Но я уверен, что козел, если ему удается что-то напокушать, то, скорее всего, он такой же, как этот... Как Луналикий, или как там назвали. Короче, волк, волчара из первого Ференхангера. Вы не одни.
Дверной проем заколочен снаружи. Это для того, чтобы что-то сохранить внутри? Или чтобы что-то не вырвалось оттуда? Не, ну... А, ну... Там справа, я помню... Меня... собаки... догнали. Резкий запах плесени наполняет... коттедж. В коробках было кое-какое базовое оборудование для туалета, но все грязное и отвратительное. Кровавая дыра в туалете, сиденье покрыто кровью, фекальными спермой. Прыгнуть туда. Ну, офигенная идея, конечно, да, прыгнем. Да, конечно. А тут и туалет. Охереть. Кровавое ритуальное распятие. В прежние времена они активно использовались, но вы никогда не видели их лично. Нет. Запах и вид принесенных в жертву трупов отвратительны. Вас вот-вот вырвет. Понятно. О, привет, Гудзон. Здорово. Папа, тут тоже убит. Да. Покушаем. Что у меня? В смысле, я же поел. Игра. Твою мать. О, я умираю, походу. Угерс. А толчок, блин, я не знаю. Это у меня персонаж такой дерьмо или как? Почему толчок просто уничтожает меня? Типа это... Я не понимаю. Я не понимаю. Боже мой. Мне нужна защита. Серьезно, простые толчки убивают реально. Меня могут затолкать в ад просто. Поднажать 2 очка было. Блин, вот стоит почитать. Вот оно что. Увеличение урона, оказывается. Так, почему, чтобы есть, нужно ходить в магазин за продуктами? Да, действительно. Ладно, может быть, сейчас мне еще крупнее повезет. В принципе... Но мало ли. Если мне повезет найти книгу просветления еще раз, это будет вообще пушка. И это вообще будет легендарно. Можно не ходить в Сбермаркет, доставляют. Ну, вот смотря где находишься. Токарь, по-моему, вне досягаемости Сбермаркета находится. Он же, по-моему... Ты где сейчас находишься, Токарь? Ты же в России, по-моему. И не говори, у меня магазин 5 минут ходьбы, уже лень бегать. Блин, я ни разу не пользовался этим доставками продуктов. Ну, в плане прям, чтобы до квартиры. Прикольная, наверное, тема. Я в Питере сейчас. Так, это за доставку я должен платить. Ну, что поделать, ну... Такова цена... лени.
Ну, чтоб ты промахнулся хотя бы раз, ну, чел. Бибу отрубил. Да. Если бы я не отрубил его Бибу, он бы меня трахнул. И это факт. Так что это была самозащита. У меня напротив дома 3 магазина продуктов. Ну, только прогуляйся, реально. Просто реально прогуляйся. Да, я тоже не хочу доставку. Так, повод прогуляться. Ну, сейчас весна, ребята. Ну, реально, весна. Вообще балдеж. Сегодня у нас 2 дня уже, кстати, снег идет здесь в Якутске. Прям вообще романтично, я бы сказал. Очень хорошо. А то вообще жопа кресло прирастает, да. Вообще, находить какой-то повод для того, чтобы выйти, это хорошо, конечно. У меня неделю назад где-то все растаяло из слуха. Ну, у нас тут вот как раз сейчас вот снег идет. Пора такая хорошая. Красная трава. Так, хорошо. Нажимная пластина, что? Разводной ключ. А урон такой же. Можно будет дать напарника какого-нибудь. Ну вот этот трай, да, он такой более удачный, я бы сказал. Намного более удачный. А ты знаешь, что стекло делает? Думаю, его можно раскидывать по полу или типа того, как капканы в первой части, чтобы урон наносить ноге. Кожаная Библия. Главу о винушке. Ёб твою мать, что это такое? Каждая книга лучше предыдущей просто. Цикл разрушения и созидания виден в природе в самом чистом виде, поэтому неудивительно, что сам бог природы Винушка является потомком двух старших богов Грогорота и Сильвиан. Вот так вот. Подобно природе человечества, природа Винушки тоже может меняться от огненных бушующих вулканов до безмятежных лугов с обаюкивающим легким ветерком. Сходство между природой и человечеством вполне уместно, поскольку в конце концов оба выросли, сосали многочисленные груди Сильвиан, оба родились из одних и тех же чресел. Винушка и представитель человечества Алмер, вознесенный, считаются равными. Ни один из этих двоих не стоит выше. То, что принадлежит Винушке, предназначено для пожинания людьми, точно так же, как природа пожинает старых и утопленных. Знак Винушки увеличивает потустороннюю силу его владельца. Папа. Винушка. Соседи. Можно попробовать его съесть. Нет. Текст включает в себя символ Винушки и инструкцию о том, как им пользоваться. Понял. То есть, окей. То есть мы немного научились оккультной теме. Вот и все. Прикольно. Seems good. Ну, в общем, как бы то ни было, точнее, вот этот данный подвал всегда несет какой-то прям... Нету. Это был другой трай. Папа. Ага, коскоман. Вот это повезло, вот это повезло. Повезло. Вообще балдеж. Не, ну это надо сохраняться, как будто бы, слушайте, это надо сохраняться. Но не здесь, конечно, не здесь. Базовая алхимия, да. Туда только где? Аллы. Сын сделал улитку.
Фокус не ловит. Подожди-ка. Гэри? Да, Гэри. Блин, я не могу свернуть игру. Это? Ну, в общем, надо будет сфоткать его потом. Короче, в телегу выложу потом. Почему-то фокус не ловит. Ну, это Гэри. Да. Тере, бре. Чунюга хабы. Опа. Family friendly игра. Да, family friendly. Family friendly. Да, это значит семейная игра. Ничего не, да? Интересно, не, да? Вот. В этой игре есть все. Она обучает детей быть осторожными, все такое, знаешь. Не доверять всяким разным плохим людям. Быть осторожным. Трубка. Так, надо убрать. Возьми копыта. Не, ну я, пожалуй, отсюда ухожу. Твинисты Наксла активировал награду за 1 и написал им Твиниста Вейнес. Привет, Винис. Здравствуй. Меня зовут Джолустан. Я из Якутска. Пиши по-английски или по-русски, пожалуйста. Других языков я не понимаю. Так. I just greeted in my mobile on time. Окей. Hello. Так. Как вы думаете, стоит сохраниться сейчас или нет? Юмова. What do you mean when you say мова? I don't understand what мова is mean. Сохранись, пожалуйста. Не, ну я вот думаю, блин, может не стоит язык. Мова по-украински язык. Окей, понял. Понял, все. Есть книги для сохранения, рассказать? Есть книга для сохранения, рассказать? Не, ну я понял. Блин, только не надо тут разводить срач на ровном месте, ты что? Блин, 75 плюс хп, ты шо? Другая? Ну, я понял. Не, ну я думаю, найду. Токарев набрался манер в Питере, да вообще. Испортили питерцы токарем. From Europe, Georgia, Тбилиси. Евгеус. Папа. Евгений? Nice to meet you, Евгений. Так. Я буду переезжать в Джорджию, кстати. Классно. Не, ну в Грузии довольно-таки прикольно должно быть.
Вот как там погода вообще? Там же вроде как погода такая, типа, всегда солнечно, но максимум бывает иногда пасмурно слегка, да? Так. Не понял. Я голодный, и у меня типа урон вообще ни о чемный. Господи. Так, давайте еще поедим чего-нибудь. В смысле пиво не еда? Я не понял. Что за дерьмо? В смысле пиво не еда? Так. Ладно. Так. Гуляш, наверное. Не, хотя гуляш, наверное, много добавляет. Давайте белый гриб скушаем чутка. What summon of known him sage is something. You about my name, I think. My name is Julustan. Julustan. You need to spell it with D in beginning. J Julustan. Вот так будет правильно, скорее всего. Or like this, or like this. Yes. Yes, yes, yes. Блин, удивительно, но в последнее время, кстати, много англоязычных ребят стали заходить на стрим. Я. Так. Ну что, давайте завалим этого стрелка сраного. Где он-то? Да. Фортнайтер сраный. Воу! Леви Акерман. Вот этого персонажа токарь зовут Леви. Ну я не хотел туда бить. Щит. Да. It's from a TV show. Аниме TV show. Attack of the Titan. Что-то типа того, короче, называется как-то. Или он Тайтан, все-таки. Он вообще переводится как атакующий титан, да? Что-то в этом роде. Или не, а не как атака титанов, на самом деле. Вот как будто бы не хочу пока хилиться. Хер поймешь, но на английском он Titan. Атака на Титане. Типа того. I done a mod and full animes. It's okay. But just Attack on Titan is very popular TV show. Really popular. It's I don't know. It's popular franchise like Naruto or something like that. Хотя не, Наруто слишком популярный. Даже это я что-то загнул. Вот с чем можно сравнить? Пожалуйста, игнорь зомби 7 раз умер. Да нормально, не переживай. Таков путь, как сказал однажды Мандалорец. Таков путь. I only know few demon slayer. Окей.
Demon Slayer. Nice. Я Наруто не смотрел никогда, но просто ты про нее же знаешь, про нее, понимаешь? Sincerely sorry for swearing, cursing, slur. Okay. But where you wearing? I don't know. Папа. Папа. Боль бүтүндөр кушагандар. Помирают они. Зомби булар кымыттар. Олген адеттен кайыбын. Өлөрөбүн. We don't give a shit about it. Да. Ну, в рамках правил Твича, конечно же. В рамках правил Твича. А так, да, действительно насрать. Ну и самое главное, что без оскорбления кого-либо. Ловушка, да, капкан. Так, нападаем. Вот это вот так. А вот это вот так. Ну, кожу сдирает с себя. Она совсем больная. И плохо. Поэтому мы ее убиваем. Потому что она может стать потом зомби, попытаться скушать нас. А этого допускать нельзя. Вы с ней хоть поговорили? А нужно ли? Ну, типа, что она может мне такого сказать? Типа, я стираю свою кожу, свет луны, ну и все в таком духе. Ну, я не всех убью, ладно, вот этих двух. Ну, одного из них оставлю в живых, чтобы чел мог расспросить. Exactly why is here Slavic Movaton? Kinda good. О, ну морковь. О, морковь! Ебать, на тоненького пиздец. О, привет, Масс Фокс. Привет, к сожалению, из-за инета не могу нормально смотреть стрим. Желаю удачи. О, ну это мило, что ты зашел. Здравствуй и пока. О, нет, нет, подожди, стой.
Да, я, пожалуй, рисковать не буду. О, как хорошо, с первого удара просто. Не, ну мы вообще нормально справляемся. Четко. Четко, ребята. Так, if you don't count the Georges as assholes, everything is fine. Like for some reason not into black people. Да, у него ровно 30 хп. Так что, получается, ребята из Грузии довольно российски настроены, что ли, реально? Пиздец. Это печально. Хотя, это же они, да, по-моему, в турбине самолеты искали евреев. Это просто ужас какой-то. Сука, это просто пиздец. Если я не ошибаюсь, по-моему, они были. Или не они. А это Дагестан. А, ну ладно. Сука, просто. Такие кадры, блядь. Ай, кошмар. Ну что за народ пошел? Дагестан. У меня друг жил в Тбилиси до Штатов, и он отзывается как очень хорошее место, особенно после Турции. Кстати, от Турции или вот о Египте всегда плохо отзываются. Ну там, то есть отдыхать вообще невозможно. Просто весь народ там, ну, пытается тебя наебать в плане бабок. А это прям не очень приятно. Орел или решка? Орел, всегда орел, пожалуй. Найс. Бременский противогаз. Не, ребята, это успех, я вам скажу, это супер успех. Мы успешные ребята. Для меня Турция это аэрохаб. Там с первой высадки в Стамбуле впечатление не очень уже было. Ну, там все время вот говорят о том, что стараются наебать на бабки. По сравнению с Европой это деревня. Бодрящие таблетки. Фильмики. Окей, давайте попробуем поболтать с врачом. Во-первых, пройдемся с ним по деревне. Чутка. Типа поболтаем, все дела. Пускай осматривает, делает, что хочет. Я еще удивился, что в Египте надо до пирамид ехать с охраной вооруженной. Ага, жестко. Тоже какие-то повстанцы лютуют, и если не Турмис. Понятно. Да, интересно это все, конечно. Угу. Так, это окей. Ага.
Так, у этого человека сильные ожоги и мальформация по всему телу, особенно на лице. Он содрал часть своей пораженной кожи, и по всему его телу видны следы когтей. Скорее всего, это он сделал сам. Ткани под сухой кожей начали разлагаться, запах крайне тошнотворный. Похоже, что его тело изменилось с течением времени, потому что оно явно подвергалось некоторому внешнему воздействию. Выглядит как смесь солнечных ожогов и лучевой болезни. Окей. Байрон Би. У этого человека сильно так. Она сняла часть своей прожитки. Ну, то же самое совершенно. Так, ничего новенького не говорит. Так, вот тут тоже. Сейчас проверим трупы. Похоже, что кожа с верхней половины туловища этого человека была содрана, и теперь она висит у него на талии. Мышечная ткань, по-видимому, начала затвердевать по какой-то причине. Теперь поверхность кажется твердой и хрустящей, как будто этого было недостаточно. Этот парень еще и выцарапал себе глаза. Судя по всему, должно быть, это было безумие. Само тело слабо против рубящих атак огня и потусторонних тел. Так, ну все. Думаю, можно, в принципе, вот тут вот так сделать. Да. Я все равно посмотрю, могу ли я что-нибудь сделать для этих людей. Я встречусь с тобой позже, хорошо? Удачи. Будь осторожен там. Исходит запах смерти. Патрон для дробовика. Я помню, там 2 бомжа было внутри. Так, давайте тогда их пока трогать не будем. Предлагаю сходить до козла и попробовать дать ему 3 морковки. Ну и вот еще вот тут поболтать. Да, наверное, как ты думаешь, что может быть причиной этого? Ну у них тут сейчас спор будет. Коробку оставил внизу. Коробку? Сейчас проверим. Это ты. Что-то очень плохое. Местные жители на тебя тоже напали? Нет, но они оказались отстраненными. Приближаясь ко всем с тобой осторожности, я не шучу. Эта сенсация только что стала громче. Что ты знаешь об этой сенсации? Я почуял, что что-нибудь так с бременем оккупировавшим. Так, конечно. Я с ней уже об этом болтал вчера. Так. А, 30% дало, да? Тогда еще давай яйцо. Яйцо очень мало дало. Ты направляешься в город? Что нам теперь делать? Нам ничего не нужно делать. Так, пошли. Коробку пропустили.
Грязная туалетная бумага. Блин. Что за непруха вообще? Эта блондинка вообще бесстрашная. Да она что-то, я не знаю. Такая. Из разряда... Погоди-ка. Я же вроде как согласился принести башку. Или нет? На всякий случай пойду по базарю-ка. Пойду к дровосеку. Буду рубить башку. Потом нужен священник. Угу, все. Теперь точно взяли. Самое, что удивительное, у меня даже хирургическая пила теперь есть. В общем, это легендарный трай. Во всех аспектах очень удачный. Главное не проебаться максимально тупо как-нибудь. Ну, типа там капкан наступить или еще что-то в этом роде. Просто делаем все по красоте. $2 шиллинга. Ну, хотя бы. Так. Как говорил Сидорович, я тут благородство играть не намерен. Голод текает. Не, ну если бегать, то, по-моему, голод еще быстрее нарастает. Я в этом даже уверен практически. Локации очень большие, разработчик сам внедрил бег, в первой версии игры бега не было. Бег нужен чисто для того, чтобы убегать от монстров. Только для этого. Ну, соответственно, когда ты бегаешь, ты платишь за это цену, так сказать, в виде быстрого нарастания голода. Да, да. Если бы я бегал, у меня сейчас было бы типа 50 или 50% точно. Да. Так, голова дровосека на месте. Морковку. 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 Я готов убить эту козу. Практически готов. Вот еще чуть-чуть и просто, ну,
ушатаю. Какая же мразь просто. Ты за что? Он с высока же смотрит. Интересно. Но вариантов-то особо нет. Так. Схожу-ка я тогда к тому коллекционеру голов. Отдам ему. Так, вот 74 давайте проверим. Вот я бегаю. Ну, а что не так с картой? 73. Не, хотя пока хилить, сейвиться не буду. Сейчас все довольно-таки безопасно. Угроз не должно быть никаких. Тут. А чё, бег прям не особо жирает, что ли, мой голод? Мне казалось, зажирает. Однако. Блин, тогда получается можно и побегать. Но слегка так. Блин, вот капканы они такие, вот стоят себе, стоят, не трогают меня, я их не трогаю, но все равно напряжение безумное. Ну смотри, судя по карте, как будто бы увеличивается 5 раз, а так можно срезать путь? Ну, тут тема по срезанию пути там прочее, она, ну не знаю. Тут в любом случае, типа, нужно жестко лутаться. Отдать голову дровосека. Дровосек. Угу. Блин, вот это же голова челика из первой части. Не помню, как его звали. А, видел. Так, священника нужно найти. Отпилить голову. А для чего? А? А для чего?
Не знаю. Да. И не флакон. Блин, классно. Пожалуй. Серьезно? Типа, чтобы убрать статус кровотечения, я типа туалетной бумагой с говном типа перевяжу. Ну, вы кончены, что? Нет, 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 нет. Ой, ебанат это будет делать, серьезно. Окей, есть выбор, ну, типа, да. Просто не получать урон. Я и в то же время я такой, да, спустя минуту. Как остановить кровотечение? И такой беру. Бэм. Четко. 2 патрона. Баще. Терп. Не, ну это очень круто, это очень круто. То, что мы сейчас делаем. Надо пойти сохранить 100%. Вот просто градус успеха слишком высок, чтобы это, ну, потерять. Да, мне кто-то догнал, что типа того. А я смогу открыть дверь силой? Нет, 300 тоже надо. Ну, ради патрона, в принципе, стоило сюда зайти. На стене висит одинокое распятие Алмера. О, боже мой! Стеклянный флакон. Трубка.
2 шиллинга. Морковь. Пуля как ВВП, да. Здоровая, блин. 303, просто представь. 303 калибр. Здоровенная херня. Орел. Гандонское дерьмо. Кусок ткани. Ну что поделать. Не. Подвал, да. А что меня убило-то тогда? Прям сложно вспомнить. В принципе. А, тут какой-то мудак меня догнал, я помню. Сверху. Орел. Блять, ну что ты будешь делать? Оккультный гримуар. Я сделал супер хуйту. Но я не мог допустить того, чтобы он меня ударил. Серпом. А это был какой-то особенный гандон. Маленький ключ. Да, он какой-то сильный. Это не серп был? Серьезно? Да и, возможно, я действительно увернулся от серьезной пули. Привет, Сосон. Хорошая игра, история охуительная, да. Это действительно так. В качестве трофея, ребят. Боевой трофей. Джекстед, привет. Здравствуй. Привет, ребята. Всем вечер добрый.
Так. Пять патронов. 5 патронов. Ятрок, спасибо за 500, большое спасибо. И тебе процветание. Процветание. Большое спасибо за 500. От души. У меня осталось 3 патрона. Ладно, забуду пока про этих ребят. Пожалуй, тогда поеду сюда. Нового поэма о любви и муках. Блин, сейчас будем читать поэму, ребята. Так, орел или решка? Плюсики за орел, минусы за решку. Давайте. Считаю до 10. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Хорошо, орешка. Плюс и минус, значит, 2 голоса за орешку и 1 за орла. Блин, молодцы! Молодцы! Не зря я вас спросил. Не зря. Круто, круто. Че, Dragon Dogma будешь проходить? Да, скорее всего, буду играть. Но не прям на релизе, скорее всего. Потом, типа, когда-нибудь. И не флакон. Блин, ребята, это успех. Почему нет-то? Ну, денег нету его покупать, во-первых. Счастливая монета. О, найс. Во-вторых, играть игру на релизе такое себе. Все в нее будут играть, а я вместе с этой толпой играть в нее. Так, можно один раз выстрелить в него. Гамбара, гамбара. Бой. Бой. Ржавая труба. Блин, топор это, конечно, вообще пушка. Точнее, режущее оружие. Точнее, холодное оружие. Ну, в общем, отличный инструмент в хозяйстве всегда сгодится. В особенности, когда ты выживаешь.
крайне агрессивных условиях. Ну ладно, не такусик. На хайпе подписанных наберешь. Ну посмотрим, посмотрим. А он когда выходит? Типа 22-го, да? Завтра же, да, по-моему, уже. Блин, ну хз тогда вообще. О, 2 патрона, ребята. 2 патрона 303-х. Ебать. Старую одежду ставить здесь сушиться, она все еще влажная. Блин. Можно ли быть еще более везучим, чем сейчас? Если бы были деньги, сыграл. Но да. Или можно поступить, если, ну, кто-то купит игру для себя, то можете, типа, дать мне аккаунт погонять. Например, мы так проходили RDR 2. Мне также Арсен дал свой аккаунт PlayStation Plus. Это фото PlayStation Plus. Xbox, Game Pass, Game Pass. Да, там тоже... Блин, подожди, а он на Game Pass-то выходит, кстати? Может быть, даже его не придется покупать. В натуре, я забыл совсем, что у меня, типа, есть доступ к Game Pass. Dragon's Dogma. Да, вот вдруг вспомнил, охереть. Вряд ли. Ну, не скажи. В Game Pass, например, тот же Сталкер будет. Ну, хотя тоже, типа, такая довольно-таки ожидаемая игра. Dragon's Dogma. О, блин. Погоди, это что, типа этих, что ли? Dragon's Dogma? От Sony, что ли? Square Enix, да? Не, я не хочу рисковать в доме. Спать. В максимально безопасном месте лягу. Чтобы даже монетку подкидывать не пришлось. Капком же. Ну блин. Ну ладно. Ну ладно. Что поделать? Ну что ж поделать? Что ж поделать? Семейный доступ не работает? Наверное, работает. Но я просто им еще ни разу не пользовался семейным доступом. Кстати говоря. Прикольная тема, это семейный доступ. Типа, если у вас есть одна копия игры, то люди из семейного доступа, ну, типа, могут играть в нее, ну, скажем, по очереди. Если сейчас кто-то играет Dragon's Dogma 2, например, да, то второй не сможет в него поиграть. То есть остальные участники семейного доступа не смогут поиграть. Всем придется ждать, пока тот чел наиграется. Как-то так. Так, а кто-то будет покупать? Ну, я вот думаю. Может, когда деньги появятся, разве что. Типа, это когда? Только в начале следующего года. Вот и... В начале следующего месяца. Подогревает семейные конфликты. Геймпасу можно... просто в аккаунт зайти Microsoft и играть на своем Xbox аккаунте. Ну да. Не, Game Pass вообще удобная же тема. Очень крутая. Осталось 14 душ. Окей. Остальные ушли в город, я думаю, они устали ждать. Так.
На меня напали местные жители. Что, напали? Ты в порядке? Я не знаю, что с этим поделать. Туман уже нес с собой отвратительный запах и ужасные звуки. Вот почему мы попали внутрь. О, это ты. Это место. Ты видел местных жителей? Да. Кажется, будто что-то вселилось в жителей деревни. Какой-то здоровяк напал на меня без предупреждения. Я могу позаботиться о себе, но даже у меня были некоторые проблемы с тем, чтобы выбраться оттуда. Это просто кошмар. Что мы можем сделать? Может быть, мы пройдем обратно по железнодорожным путям? Я уже пробовал. Все заканчивалось тем, что я походил кругами и вернулся сюда. В этом нет никакого смысла. Как ты можешь заблудиться, идя прямо и следуя по своим следам? Это действительно кошмар. Эти звуки из этой игры напоминают звуки из Grounded. Они на 90% похожи. Ага. Но нету. Вот понять бы, насколько действительно эта игра хороша. Когда я... Блин, я думал, когда я сплю, я хилюсь, оказывается, нет. Первую играл, тогда поймешь. Блин, вот это я, конечно... Не, ну это весело, конечно, это весело. Темно. Ну, хотя бы то же самое, по сути. Что туман, что это. Что это? Что-то. Обе одинаковые. Совершенно. Заметно уже стало. Не, ну конечно, чутка хуже, конечно, обзор, но тем не менее. По сути, это все то же самое. Тут. Не, у меня же кольчушка. В смысле, дефолт. Кольчужное одеяние. Так что
Все не так уж и плохо. Ну я же спросил, типа, орел или решка? Вы выбрали решку. И, о чудо, действительно решка. И поэтому у нас кольчужное одеяние теперь. Вот так вот. Вот так вот. Опачки. Найс. Бодрящие таблетки. Изолента. Ля, какая машина. Крутая. Хирургическая пила. Ворота надежно заперты на 2 раза навесных. Замка на одном навесном замке вырезан орел, на другом двуххвостый лев. Понял. Таблетки супер имба, понял. Пытаешься пройти в город Прехивель, не так ли? Последние люди Кайзера перекрыли это место. Я вне пределов досягаемости. Около ключи от ворот. У старого мэра, старого города есть такой. Он связался с теми армейскими парнями, хотя я слышал, мэр плюнул на все. Только что туда поступил новый. Не то чтобы у нас были их выборы. Другой ключ находится у людей Кайзера, у них какие-то дела в лесу. Теневой бизнес. Что здесь происходит? То же, что и всегда, ничего не изменилось. Один раз дерьмово, всегда дерьмово. Бременская армия отрезала город? Да, они, безусловно, так и сделали. И вот я подумал, что война вот-вот подойдет к концу. Так. Дверь заперта на простой замок. На табличке написано «Закрыто до завтра». Бандажист. Эй, что ты творишь? Просто... Почему ты врываешься вот так? Мы сегодня закрыты, возвращайся завтрачка. Как грубо. Блядь, я ключ потратил просто так. Патроны, патроны. Лаванда. Так, что с разумом? Дайте-ка немного похилим разум. Так, разум у нас, по-моему, 100 была, да? Так что, так. Ну, можем выпить пиво, как бы. Хотя, погоди, лаванду. Лаванду разулю. И пиво сверху шлифанем. Так. Блин, мне казалось, что... Блять, нахуй иди, нахуй иди. Бля. Фак.
Гондонское животное. Но он меня ёбнул, походу, сейчас. Кила нету. Ну я сохранился. Черт побери, я сохранился. Так что все не так уж и плохо на самом деле. Единственный минус, который, ну, вообще тут есть, это то, что, возможно, нам так не сильно повезет с патронами на сей раз. Я же там нашел 2 патрона целых. Хотя, может быть, и наоборот случится. Возможно, я получу больше. Попытка, не пытка. Ну, действительно. Вот тут как будто кто-то шумит все время. А, кстати, у меня же книга есть. Оккультные гримуары. Оккультные гримуары, магия, теория, практики, автор Самари Зимри, приведено Оскаром Ренте. Чтобы человек не потерял рассудок вместе с душой, он должен быть готов ко всем ситуациям. Основа любого знания всегда самые важные. Вам нужен прочный фундамент, чтобы построить башню богам. Чтобы выполнить какие-либо обряды на ритуальном круге, сначала должен быть вырезан круг основания. Сверху вниз. Это асимметрический круг. Асимметрический круг представляет старших богов и их одностороннее распределение власти. Второй называется несовершенный круг. Несовершенный круг. Несовершенный круг — это знак новых богов, которые стремились к совершенству с момента своего зачатия, но так и не достигли его по-настоящему. Уже играю Dragon's Dogma. Ну что поделать. И последний называется круг совершенства. Круг совершенства представляет собой бесчисленные спиралевидные циклы, кульминацией которых является рождение вознесенных. Те, кто смог выйти за пределы человеческих возможностей. Нельзя присваивать знаки, предназначенные для круга основания. Это урок, который нужно извлечь отсюда. Красота этих ритуалов в том, что вы не можете изменить их, но они могут изменить вас. Вот так вот. Что ты там скидываешь? Элайджа, Black Ufa. Удобная камера. На Нет? PlayStation 5 играет. Да, что поделать. А? Тох? Емпта. Лепта. А то баранул не ты. Ну да, приходится самим разбираться во всем этом. Ничего, нормально. Но в любом случае мы будем проходить другие игры после вот этой игры. После Ференхангера. Потом еще есть другие игры. Как кроме этого.
Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Страх овладевает вами. Чего, блядь? А, мне же еще, знаешь, чем повезло? Тем, что у меня этот был. Хил нашел я. Часто хила не будет, наверное. Но с другой стороны, я, в принципе, буду готов, наверное, ко встрече со всеми этими уродами. Ну и ключ не потрачу. Тоже. В принципе. Плюс. А, ну хотя нет, тут же гарантированно красная трава есть, да? Не совсем. Так, белый гриб. Может, маской можно поговорить по душам? Не все же решается насилием. Маской? У меня разве есть маска? Теперь патрону. У меня есть масло, но не маска. Грязная туалетная бумага, ну... Блин. Ну просто охеренно классно. Что-то. А, ты с этой вот свиной маской имеешь в виду? А, да, я понял. Он просто смотрит на бледную луну в темном небе. Одинокая деревенщина. Лаванда. Есть патроны, есть. За огонь стоят свиньи, они выглядят упитанными. Кого-то схавали, что ли? Замок портфеля сломанно заклинило. В шкафу нашли старые тряпки. Обугнанная черная материя, кто-то действительно сделал это. Это и правда похоже на еду, кажется, где-то там есть макароны. Не, ну, блин. Такое. Морковка. Белый гриб. Шиллинг в шкафу. Как много у меня шиллингов, интересно. Как будто он набрал прям нормально. Подгорелой еды. Походу. Ебать, это весело.
Так. А. Так, у меня 3 морковки, гуляш. Горячо встречаю. Да, прямо с песнопениями. Да. Присаживайтесь, покушать. Ну что ж, для такой дамы. Блять, я просто, блять, нахуй ненавижу, сука, блять. Просто пиздец, блять. Какое ебланство произошло, просто пизда. Ах, забей, просто забей. Не, я просто ебал, дремал, нахуй. Блять, 2 патрона в никуда, блять. Ну, я просто shift нажимал и хотел убежать. Ну, короче, протупил, пиздец. Жестко затупил. Нереально жестко затупил. Ну да, повезло. Но я просто ни о чем другом думать не мог, кроме того, что, блин, я проебался просто невозможно, как жестко. Дальше посмотри. Ну серьезно, ну блин. Чи. Why Slavic? Чё? But we как будет знакомство по-английски? Забыл совсем. Так, чё, плюсики, минусы. Плюсик орел, решка минус. Знакомство по-английски, что это было? Типа meet, решка. Окей, одна решка. Белоруссия. Meeting with person. Yeah, we already... Ну ты же понимаешь по-русски, господи. Так, два решки. Считай до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 голоса за решку. Больше не будет голосов. 7. Так, 1 за орла. Ну, пока орел, точнее решка преобладает. 8. 9. 10. Все, решка. Ну, блин, надеюсь, повезет. А может, 2 монеты подкинуть здесь? Блин, может 2 монетки подкинуть? Не, ну я понимаю, что гарантированный... Ну, там довольно высокий успех будет, да, ну... Давайте, короче. Неплохо, ребят, неплохо. Кольцо застывшей крови получили. Типа, у тебя русской раскладки нету? Понял. Кольцо, которое, как говорят, останавливает кровь в жилах владельца и таким образом предотвращает кровотечение, кроме как магия, это явление... О, хорошо.
Хорошо. Окей. Ладно, это нормально, ребята. Пойдет. Прощай, туалетная бумага. Да. Никогда, ни при каких условиях мы им не будем пользоваться теперь. Ну, кроме как подтирать жопу. Хотя даже подтирать жопу им стрёмно. Ну это же использована туалетная бумага уже. Книга страхов. Я же не испугаюсь, когда прочитаю эту книгу, типа. Это же не так работает, я надеюсь. Книга страхов и фобий. Нозофобия, боязнь болезни и заражения. Фазмофобия, боязнь призраков и призрачных фигур. Рабдофобия, боязнь магии и потусторонних сил. Эротофобия, боязнь секса и гениталий. Зоофобия, боязнь животных и чудовищ. Тератофобия, боязнь монстров и мутаций. Окей. Но у меня нет никаких мутаций, точнее фобий. У главного героя, по крайней мере. Морковка. Охереть, у меня много морковок. Морковный магнат чист. Ладненько, пойдемте туда. А, дверь подвала. Окей. Найс. Тухлое мясо. М-м-м. 80 сюда. Нормально. Так. Голод жесткий. Да, это реально имба. Жестко он поднимает нам хпшку. Это реально круто. Так, а морковка сколько хп? Ну, голода утоляет. Блин, неплохо так-то. Не, ну я обязан попробовать ёбнуть его. Бля, мне пизда. Да еблан кусок! Тихо. YOLO! Да бля, какое нахуй тело в голову ебашь? Бля, иди нахуй просто. Хлеб всего лишь. Ну, блин, вот голову его отрубить, это прям самое то будет. Голова мерзости. Балдеж.
Не, ну это прям успех, ребят. Это успех, я вам скажу. Я даже пиво бахну. Есть этого. Так, и... Что еще можно сделать? Ну и все, в принципе. Так, пойдемте. Походим тут. Так, а что он тут стоял? Пиво, яйцо. На веревке для сушки висят рыбы, кажется, что они покрыты желтым веществом. Вы знаете, что это означает? Это у нас лечение на 75. Запредельной опасности бы. Ну, возможно. Старый город Прихиль. А, я тут был. Ну что ж, это хороший знак. Хотя, возможно, сейчас уже Олег по ним стучал. А чё, типа, что-то оттуда может выскочить, хочешь сказать? Да, я тут уже всех ушатал. Максимально спокойно. Просто с каменным лицом идем вперед. Не знаю, понятно. Понятно. Это не просто так. Ну, в принципе, да. Таглы. Сделать подношение. Так, испорчено. Мы играем секретную песню, которая отдается эхом изнутри, звук, который подобен тому, как бритвы вонзают в плоть. Ты можешь это слышать? Да, в конце концов, ты можешь слышать мой голос. Ты пришедший с подношением, проси, и ты получишь. Вы получаете осколок камня душ. О, следователь дальних регионов? Прощай. Окей, ладно. А что я ей дал? Подожди, что я получил? Осколки стекла. Осколок камня душ. Осколок более крупного драгоценного камня. Вы ощущаете некий импульс, исходящий от осколка. Что если их было бы больше? Я не в шоке. Нормально, все. Так, все, я пошел. О, ну все. Это будет долгая прогулка, ребята. Вы знаете, что сейчас будет происходить? Сейчас мы будем ходить и пилить головы. Это наше занятие на следующие несколько минут. Короче, эти головы нам дают осколки камня душ. А осколки камня душ, угадайте, что нам дают? Они нам дают прокачку. Апгрейд. Апгрейд.
Блин, как будет расширение по-русски? Ну все, пиздец. Я же сколько бедняков разъебал, просто жестко дохуя. Типа, блин, я сейчас реально, сейчас буду жестко. Extension, yes. It's a extension for a browser 7TV or BTTV, Better TV. Install it and after this you're gonna see a lot of new smiles. Я сделал им одолжение. Да вообще. Блин, какой же балдеж. Не, я реально хорош в этой игре. Заметил, танковый застревает в углах при беге, очень опасно. Ну да, это да. Надо следить за тем, куда бежишь и так далее. Максимальная внимательность. Блин, меня вот еще волнует такая херня, что... Возможно, здесь есть какие-то новые челики. Вам норм, ребята? Я голову отрубаю, хожу. Им, видимо, нормально. Да мне есть еще, типа. Мэра утром будешь искать? Ну, посмотрим. Надо бы ночью сейчас все сделать. Причем ночью, оказывается, у меня есть преимущество. Деревенщины и прочие ребята стоят хуйню и страдают. Надо пользоваться этим. Да, они ночью как будто бы поспокойнее, что ли. Так что стоит этим пользоваться. Но ты же писал слово знакомство на русском, например. Как ты это сделал, к примеру? Как ты это объяснишь? Ну, просто выглядит так, как будто, ну, херня какая-то, если честно. Где-то проскочил, как будто бы пиздеж, знаешь ли. Ну да. Не, ну конечно, делай, что хочешь, там, не знаю, развлекай. Ну, это, видимо, для тебя развлечение, но тем не менее. Просто мы тебя реально не понимаем.
Ну, да, он просто понимает по-русски, там прочее, но просто старается, видимо, как-то провоцировать, возможно, кто его знает, какие у него причины. Может, его просто напасть на него. Но при них как будто бы не стоит этого делать. Камни важнее же. Ну, это понятно, но я просто думаю, что они на меня сагрятся, если я убью его прямо при них же, нападу на него. Нет, разве? Как будто бы нападут. Ну, просто это же как-то логически не вяжется. Он прям перед ним стоит, базарит. Ну, пускай. Потом приду и заберу его голову. Это вообще, ну, не сильно. РПГ Раша 1, здравствуй. Спасибо за фоллоу, большое спасибо. Привет, привет. Здравствуй. А у нас тут довольно-таки мрачная и серьезная игра. Да, так что... Впитывай эту мрачную темную атмосферу. Вот чтоб ты понимал, мы тут ходим и отрубаем трупом голову, чтобы эти головы потом конвертировать в души, которые мы конвертируем, знаешь, во что? В навык. Это своего рода прокачка местная. Телефон, чё? Бот, что ли? Или что, я не понял. Еще есть разные виды голов, такая глубина. Ну, если разные виды голов есть, то это круто. Компа у меня нет, так что с эмулятором пользуюсь. Но этой игры нет на телефоне 100%. Даже с помощью эмулятора это сложно добиться. Это RPG Maker есть? Эта игра есть? Привет, Флимли. Если так, то это, блин, интересно. Но эмулятор же. А как? Подожди, а как эмулятор понимает, что ты, например, там... А как он раскладку понимает? Ну, клавиатуру, ну, да, клавиатуру и мышки и так далее. Вроде слышал про нее. Странная игра от Нолана. Что она суперсложная. Но эта игра, да, довольно-таки сложная. Там кнопки кастомизации. Понял. Сори, быканул. Сори, что быканул. Офигеть, я уже думал, эмуляторы в телефоне. Оказывается-то вот что. Жестко. Как успехи? Да, сегодня вообще мощно. Успехи крутые. Я, вот чтоб ты понимал, ушатал всех просто. Ну, ниже, вот, всех убил. Твинис Туна Аксла, почему ты так повернут на
на языке. Считай, с игрой уже усвоился. Ну, типа, получается, что да. Ну, как бы все могут общаться с тобой и без этого. Просто пиши нормально и все. Но еще много предстоит узнать. Это да, по-любому. Зато первая часть, не считая того, что у меня не показывают концовку, и в итоге на самой последней сложности я не могу начать проходить, зато все личные концовки сделал. Ну, прикольно. Ха, прикольно. Хреново, наверное, такую мешанину языков в голове держать. Да он просто, я не знаю, он очень странно пишет, если честно. И причем, ну просто слишком акцентируем на этом внимание, наверное. Если уж и общаться с человеком, то пускай давайте на какие-то другие темы. А то он все время пишет Славик да Славик и там прочее. Ну типа, можно же другие языки подобрать, не знаю. Есть же, наверное, базовый язык какой-то. Ну, хз. Ну, он, короче, какой-то шум создает. Просто как будто бы сейчас. И он даже отказывается просто пытаться писать на понятном нам языке. Он просто, ну, не знаю, создает шум. К сожалению. Help America. Не, короче, давайте поспим, наверное. Хочу прокачаться. Ну ясно. Не ругаюсь, все. Тоже подумал, украинцы опять въеживаются, но вроде нет. Да уж. Так. Ну, хер с ним. Короче, кого-то не спас, там прочее, 100%. Сейчас, наверное, кто-то ночью умрет. Но это нормально. Это нормально. А why you typing MOVA, but you can actually type language? Да, причем тут акцент? Ты же пишешь, ты же, ну, печатаешь. Как-то нихера не логично. Так, Хексен. Ну чё, погнали. Красная дуга, гравировка, владение опытный стрелок, меткая стрельба. Чего нахуй? Почему 0? Почему 0? Что-то не доделал? Бля, ну это провал пиздец какой. Это жесткий провал. Камни душ есть. Есть. Я не понимаю.
Я максимально толерантен не был в Европе. Ну, осколки были, да, но я думал... Бля, я хуй знает, это... Короче, отдельно сохранимся. Блин, это херово. Это максимально херово. Это очень плохо. Чеково. А, смотри-ка, все ушли. Или все мертвы. Девушки с коляской нет, это плохо. Возможно, она мертва. Здесь. Его тут нет. Вторая фаза игры. Вообще никого нету. Блин, я подозреваю, что многие... А, слава богу. О, привет. Зачем? Почему ты все еще ждешь у поезда? В смысле, почему? Я уже сказал тебе в своем состоянии, ты уже забыл об этом? Зачем ты все еще здесь? А, здесь сидишь. Мне просто стало скучно просто сидеть внутри. Лесная подстилка уже очаровала меня вчера. И мне просто нужно было смотреться тебе поближе. Видишь ли, я ботаник. Богемия обладает богатой и уникальной флорой. Я довольно много читал об этом, но совсем другое дело наконец увидеть это в реальной жизни. Я уже заметил какую-то дикую дагу. Это растение, которое просто не растет в Европе. Обычно я ожидал бы, что кто-то посадил его здесь, но похоже, она растет здесь естественным путем. А где остальные? Но большинство людей ушли в город. Танака и Марко тоже отправились осмотреть город, несмотря на опасности, хотя они сказали, что скоро вернутся. Теперь событий очень много будет. А чем игра сложна? Ну, сложна тем, что не прощает ошибок вообще. Лютует над игроком. У тебя должна быть четкая стратегия сражений и так далее. Если проебешься в чем-то, ну, это всегда вот летально. В том плане, что тебя могут ударить как-то, а у тебя пойдет заражение, кровь, кровотечение. А если у тебя нет бинтов, то все это ГГ по-любому, пока ты не найдешь, чем остановить кровотечение. Потом плюс, если еще заражение в ране, то надо будет найти целительные травы, которые работают как антибиотик и заражение типа убрать. Потом еще есть такая тема, как просто могут тебе отрубить конечности. Это просто, ну, гарантированная гейм-овер в том плане, что у тебя, ну, просто отрубят конечность, а ты ее отрастить обратно никак не сможешь. Разве что, возможно, каким-то ритуалом, который сделает из тебя уже не человека, а какую-то форменную херню. Ну, типа, в первой части была возможность, например, скрещивать двух персонажей в одного, и это называлось любовью, типа. Существо получалось у тебя под названием любовь. И это все происходило под покровительством бога Сильвиан, которая типа чем она? Которая типа является богом совокуплений или типа того. За что я их убиваю? Да, на самом деле, вот, к примеру, за вяленое мясо, голову. Да, богиня любви, да. Без киллов ты сможешь. Блин, подожди, а чё за прикол? Вообще, what the fuck? Осколок камня души.
Бля, дота ебаная, твою-то мать. Вот просто какал на тебя сверху, мразь. Серьезно, ну просто серьезно. Блин, как это тупо. Подождите. О, какая же тупотура. Ну серьезно. Ну ладно, короче, я вытерплю это говно. Я вытерплю. Я схаваю это дерьмо. Похер, короче. Я просто не догадался, я идиот, реально. Но я просто не смог додуматься, что скрафтить можно было. Это очень по-идиотски. Как же это по-идиотски, блин. Это очень тупо получилось. Подожди-ка. Это не гейм-овер, ну это да, но, блин, я мог бы сейчас стать... Я мог сейчас... Ну, я вот сейчас мог бы быть очень даже крутым. То есть... Что бы у меня сейчас было бы примерно? Повышенный урон 100%. Повышенный урон. Меткая стрельба. Но, блин, ну это печально. Ну, как бы то ни было, конечно, не конец света и все в таком духе. Но, блин, дерьмово. Будешь экономить пули, пока не прокачаешься. Ну, по идее, надо бы. Так, у меня в итоге сейчас будет 6 камней душ. 6. По-моему, хватает 6. Я как раз таки сейчас подниму до меткой стрельбы, по-моему. А это гарантированный хедшот, по-моему. Ну точно. Блин, вообще мог бы рискнуть. Ах, кстати, тут же магазин есть. Пожалуйте в мой магазин. Кажется, мужчина держит что-то напоминающее ребенка, но при ближайшем рассмотрении она похожа на куклу. В остальном он не кажется таким уж отталкивающим. Чего желаете? 30 шиллингов, все, что у вас есть. О, окей. Ну, давайте смотреть, давайте думать. Ну, синий флакон за 10. Звучит хайпово. Кто-то из ключевых умрет этим утром. Несколько. Спасти, не спасти. Твинис, есть такая штука, как DeepL. Это переводчик. Там вводи на любом языке. Просто введи в гугле DeepL. D-E-E-P-L. DeepL. Это не нейросеть. Да. Классная штука. Пользуйся. Все, не благодари. Тогда ты сможешь нормально общаться. Я тебе точно говорю. Так, короче, синий флакон берем. Так, 10 шиллингов осталось. Ну, давай мел возьму. Не знаю, может быть понадобится. Все, приходите снова. Так, а мне есть пиво. Вылечили себе голову. Сознание наше. Ты все равно узнал бы, если бы сохранился, поэтому сэкономил тебе инфу и время.
Спасти. Так. А. Не, ну это мне не надо. Ну, что это вот подстороннее что-то было же? А мне оно надо вообще? А, кстати, поэма о любви и муках мы же не прочитали. Автор сценария Рон Чамбара. Книги собраны многовековые сочинением знаменитого поэта Рона Чамбара. Эта книга посвящена второй половине его жизни и творчества. Стихотворение первое. Почерневшее сердце. Ставки высоки, вы тоже и даже больше. Живи своей ложью и играй моим кровавым торсом. Так. Я. Ох. Кусочек клавиатуры ты не выкидывала? Кусочек клавиатуры ты не выкидывала? Я вдруг вспомнил, что я кусочек клавиатуры вставлял. У меня тут кусок оторвался от клавиатуры. Это кнопка. Угу. Посмотри. Да и голодный. Блин, я вот точно же ложил где-то его сюда. А, вот он нашел, все. Пока не забыл, быстренько заклею. Есть такой клей, называется Космо. И жестко мощный клей. Блин, Мош, спасибо за 500, большое спасибо. От души. Буст за хорошие прохождения. Спасибо. Не рад, что тебе нравится. Блин, где-то же пинцет у меня был.
О, привет, Леха. Рад видеть. Здравствуй. Проснулся, как пришел. Блять, какой же липкий клип, пиздец. Блин. Блин, теперь на клаве остался кусок моей кожи. Это очень мощный клей. Вот, видите? Теперь это кожаная клавиатура. Это кожаная клавиатура. Кожаная книга. А у меня в инвентаре кожаная клавиатура. Блин. Боже, наконец-то. Я его поставил. Всё. Так, ставки высоки, вы тоже и даже больше. Живи своей ложью, играй с моим кровавым торсом. Кто поверит всем твоим попыткам, чтобы очернить мое имя? Мертвая ворона в качестве приза. Говорят, что слеза только высыхает, так что я хочу увидеть тот день, когда даже Грогород заплачет. Они узнают этот день как жестокий век. Они узнают эту страницу как 4-ю фазу. Ты не умрешь. Что я, блядь, только что прочитал? Хуй знает. Просто хз. Дневник солдата. Это я читал. Так, это я читал. Оккультные гримуары. Винушка. Так. Увеличивает, усиливает потусторонние силы его владельца. Так, потусторонняя сила владельца. А чё это? Как? Подожди. Потусторонняя сила.
Да нахера, наверное, да? Но я не вижу в этом смысла вообще. Потусторонняя сила. Ну, тут вроде больше ничего нет. Трудно что-либо разглядеть сквозь туман. А, еще одна голова. Да, неожиданно. А, я в эту сторону не ходил, кстати. Девичий лес. А, девичий лес, да, я в нем не был. Там собаки же были еще. Точно. Ну да, сейчас собаки будут. Наверное. Блять, ебаная тупость. Просто охуеть, блять, что я наделал? Просто, блядь, еблан, пиздец. Я въебал 2 патрона в нихуя, просто в никуда. Ебать, просто. Не, ну я реально сейчас вот реально охуел. Я так давно не охуевал, если честно. Это пропаченная версия игры, потому что в оригинале девушкам-деревенщинам нельзя пилить голову. А, да, пропачена, скорее всего. Ну, тут версия 1.9.1, что-то такое. Понтыкали уведомления во все приложения, уже даже электронная книга булит, что я 3 дня не читал ничего. Ну да. Ну, чё поделать. Борьба за внимание. Все борются за внимание пользователя. Не, ну то, что я сейчас сделал, это просто... Я не знаю. Я просто охуел, реально. Ну, как это можно было? Проебать вот так вот. 2 патрона последних моих. Они и так уж редкие. Ну, ё-моё. Так, дверь заперта. Похоже, кто-то пытался открыть ее силой, и из-за этого сломался механизм замка.
Ну, блин. Белый гриб. Так, бункер, да, какой-то. Ну, сейчас туда спустимся. Новая локация, да. Девичий лес. Сейчас тут все осмотрим и пойдем в этот бункер. Пойду в магазин. Сегодня, наверное, у Токаля тоже будет что-то из высокой кухни. Запах гнили. Ну, хули делать. Туннель так и веет смертью. Ну... Ну, а что мне делать? У меня даже Патриков нет. Пиздец. Я просто... А, ты смотри. Э? Кто там? Кто-то тут ходит, типа. Блин, знаете, о чем я вдруг вспомнил? В этой сраной игре же могут быть призраки. А знаете, что это означает? То если я встречу призрака, который будет нападать на меня, я против него нихуя не смогу сделать. И вдруг я подумал, а может не стоило бы прокачать потустороннюю силу? Вот это, блядь, моментик, моментик. Так. Чё, орел или решка? Считай до 10. И орел плюсик, решка минус. Сундуки имба. Да, выручает, пиздец. Ну чё, давайте. Раз. Так, одна решка есть. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А shift варианта нет? Нету. Нету. 8. 9. 10. Решка.
Сюда, 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 сюда. Блин, ребята, нормально так выбираете. Везуха вообще. Везуха. Не, реально прет, ребята, прет, прет, прет. Осколки стекла. Надо у вас всегда спрашивать. Что тут никого нет? Все, моя дача исхудалась. Блин, стрёмный амбиент здесь. Блин. Дайте ждать этого прикола явно не стоит. Еще один сундук. Но можно, в принципе, попробовать монетку вторую подбросить. Но давайте так. Плюс орел, минус решка. Считай до 10. Пишите свой выбор. Чат. Раз. 2. 3. Плюсик. Окей, орел. Это точно решка. Так. Один орел, один решка. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Ну, значит, ни туда, ни сюда. Решка. Все-таки решка, да? А давайте я подброшу монетку вторую все-таки. Блять. Ну как это могло быть? Открыл дверь. Ну, охуенно, что я могу сказать. Что-то некомфортно мне.
Из какая-то херня ходит. О! Ну, горит зеленый. Ай, бляха-муха, какая-то хуйня ходит там. Ящики двигались, ага. Так, еще ниже куда спускаемся. Анатомия. Чего нахуй? Книга медицинской науки, книга анатомии, собрание анатомии зданий Гомера из Абиссонии. Симптомы воздействия сотрясения мозга. Окей. 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 Эта книга ни в коем случае не охватывает все под солнцем и звездами, и поэтому не стоит использовать только в качестве справочной информации. Ты зашел на круг, как? Ну просто зашел и нажал действие, и вдруг я здесь. Спрашивается, где нахуй? Вы понятия не имеете, на что вы смотрите. Господи, в какой-то Silent Hill попал. А, ебать, пизду. Ебаный в рот. Ну это походу все. Размансую. Пизду, ебать, пизда, нахуй. Так, побег, гильотин приближается. Да ебаный в рот ты беги, ебаная хуета. О, беги. Жесть. Ой, как просто. Туннель 7.
Ясно, вижу его. Сидит там в своей дырке. Блин, а если я издали вот так вот? Ага, понял. Главное близко не подходить. Орел, орешка. Плюс орел, орешка минус. Считаю до 10. Раз. Два. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Орел, да? Увы. Блин. Печально. Таинственная дверь с орнаментами. Что-то мне не нравится это место. Я вам так скажу. Да. Да, почти даже не 3 раза подряд, а много раз. О. А смысл? Но в этом ебанутом мире, ну, я там много чего брал. Из... Ну... Письмо солдата. Дорогая Гизела, я пишу это письмо в глубокой печали. Боюсь, мне придется отложить свое возвращение в твое любящее лоно. Даже если Великая война якобы закончилась, нашей задачей выглядит совсем иначе. После беготни по приказам, которые вызвали бы отвращение у каждого здравомыслящего человека, который не был свидетелем ужаса войны, я, кажется, что наконец начал видеть красную линию, которой все это время придерживался наш кайзер. Этот прогнивший город — это было именно то, что наш кайзер стремился завоевать с самого первого дня. Я не думаю, что это совпадение, что очень скоро после достижения этого города кайзер решил перебросить бременские войска в другое место и договориться об условиях мира. Я не знаю, что такого особенного в этом жалком месте, но я даже слышал, что сам кайзер приедет сюда в ближайшие дни. Может быть, после этого я наконец смогу вернуться домой. Я надеюсь, ты сможешь подождать меня еще немного. Твой навеки, Джонни. Джонни. Ну, я получил ключ с орлом. Скорее всего, от ворот. Я так подозреваю. Опа.
Но я повторяю, бег. Я повторяю мой поход. Так. Что я мог пропустить? ПК рядом с солдатом наверху. Там невозможно было. Ну да, ключ взял и ушел. А, всего-навсего? Ну, блин. Херня какая-то. Херня какая-то. А это пока не столь важно, наверное. Ну, я надеюсь. Я просто за ключом приходил сюда. Будем думать так. Орел и лев. Ну, видимо, одновременно два ключа должно быть у меня. А, так в этом доме я был. Блин, как же у меня разум расшатан, просто жесть. Так, попробуем пойти так. Может быть, я тут кого-то встречу из наших ребят. Когда светло, не так страшно. Ну, типа да. Но в темноте чувство безопасности было от того, что я знал, что в кое-каких моментах, по крайней мере, на улице на меня никто не побежит. Ну, по крайней мере, из этих ребят. В небо. Ну а так, конечно, в помещениях-то стрёмно все равно. Как бы то ни было.
Да, тухлого мяса очень много. Вот этот дом почему-то стрёмный очень. Я хуй знает. Ну, в лес надо пойти. В лесу, кажется, что-то будет. В лесу какая-то движуха должна происходить. А, не, подожди, не лес. Ну, вот так только. Так, тут я же был, да? Да, и был, по-моему, здесь был. Я здесь еще одного челика типа грохнул. Которого оставил. Или я его потом грохнул. Ладно, ничего страшного. Мы, в принципе, никак не ограничены во времени. В плане одного цикла. Дневного, не дневного. Все нормально. Так что можно и походить, побродить, поискать, поспрашивать пустоту. Но с другой стороны, я ограничен в ресурсах, в потреблении голода, разума. В этом беда. Так, голод потихоньку наступает. Крыша потихоньку едет. Да. Тухлое мясо. Но можно, в принципе, вот так вот сделать.
Колбасу, мясо, продуктов, да. Возможно. Так. Уже безногая. Ну, у нее недуг, она говорила об этом раньше. Мне вот кажется, что я мог бы ей помочь, если бы открыл ворота. И там было бы что-то такое, типа... Ну, там кто-то должен был ее встретить, как она говорила мне, помнится, коляской. Но он не пришел. Челика надо искать с коляской, который будет в городе. Помоги, если можешь. Да, только за. Вот так. Fuck. Окей. Так, посмотрим, что с этой стороны. Что нет? Уверен? В смысле? Да я ни в чем не уверен, я не знаю, куда это ведет. Ну да, вы с ключами. Что-то другое? Посмотрим, посмотрим. Но еще я туда вернусь, надо будет разобраться с этим. А, ну так это в девственный лес. А я там уже был. Больше давать ему моркови смысла нет, мне кажется. Вы становитесь параноиком из-за страха. Да зашибенно, что я могу сказать. Что только что шевельнулось на боковом поле зрения. Давай не пизди. Да, прикольная тема. Ну, блин, я не знаю, типа, стоит мне потустороннюю силу все вкидывать. Будет какой-то эффект или нет вообще? Потусторонняя сила.
Погоди, такой момент. Винушка это чисто дерево, да, всегда? Ты уже нарисовал первый круг. Второй уровень завел. Блин, как же крыша едет. Ничего хорошего. Привет, Мизик. Опять странные игры зачехлил. Ну, можно и так сказать, да. Это заказ от Моши. Красивые. Да. Ветки очень красивые. Надо будет сейчас поговорить с нищим еще раз и узнать, что за прикол. Эй, what the fuck? What the fuck, man? Так, старого мэра старого города есть такой, он связался с этими армейскими парнями, хотя я слышу, что мэр плюнул на нас. На все, только что туда поступил новый. Не то, чтобы у нас были выборы. Но поместье мэра. Ну, значит, идем налево. Очевидно. $12 шиллингов. А что отвечает за рассудок здесь? Тут нет уже, да, ничего? Это пиздец, да? Я походу умираю, да? Ёбаный в рот. Погоди. У меня есть трубка. Блять, у меня нет табака. What the fuck? А это реально могло бы спасти мне жопу. Все, я тоже вспомнил. Было же что-то такое. Да. Я понял, где поместье. Все. Перестаем тупить и идем туда. Вот тут. А нет, не тут. Вот тут, как раз таки, где я сейчас нахожусь. Во, сюда. Подожди-ка.
Вас приветствует высокий официант. Добрый день, мистер Дживс. Насколько я понимаю, вы тоже новоприбывший в этом городе, не так ли? У нас только что появился новый мэр в старом городе. Я уверен, что он придет в восторг от возможности немедленно начать свои дела до знакомства с новоприбывшими. Пожалуйста, он ждет в обеденном зале. Пиво, 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 как же я рад пиву. О-о-о. Ебать тут книг. Опытный уровень алхимии. Здесь перечислены эффекты различных цветных алхимических веществ. Рецепты для среднего уровня. Так, синий бодрящий, обостренное чувство. Синий-синий, сильное исцеление. Критику Кайзера. Так, подожди. Ну-ка. Мне интересно, что это. Погоди, где он? Коричневый флакон. Блин. Фак, ну ладно. Наверное, это мне потом поможет жестко. Так, критика Кайзера. Полночная газета, 17 сентября 1942 года. Формирование марширующих во тьме дня ознаменовало день, когда Европа официально достигла точки невозврата. Существуют противоречивые истории о том, действительно ли бременская армия стала жертвой ужасов. Так. О которых ходит столько слухов. Но ясно как божий день, что под черно-желтым знаменем Кайзера Бремена назревает что-то зловещее. Особенно это касается компаний, проходящих на территории Богемии. Кайзер прорвался в эту область таким напором, что она, без сомнения, и была его конечной целью. Вряд ли является совпадением, что Кайзер начинает переговоры о мире сразу после того, как его бременские свиньи оккупировали Перехевиль, столицу Богемии. Королевство, Рандон и союзные силы подозревают, что все эти бременские амбиции напрямую связаны с экспериментами по созданию передовых электронных сетей, которые Восточный Союз проводит в этом районе. Мне непонятно, как люди не видят этих планов. Вместо этого они винят во всем безумие Кайзера и склонны объяснять его действия сумасшествием, нежели логикой. Нет рациональных ответов для иррациональных идеологий, которые несет Кайзер. Статья написана Карин Заур. А, Карин. Наша Карин. Ну, окей. Вы проверяете книжную полку на предмет чего-нибудь интересного. Человек из снов. Блин. Да, это я читал. Правду под лунным светом. Правда. Живите по правде. Истина под лунным светом. Кто из нас не скрывает свое истинное лицо и не прячется за личиной? Средь бела дня мы принимаем социальную роль в зависимости от окружающих людей. Мы надеваем маску, которая служит публичным изображением нашей истинной личности. Прячем ли мы свое лицо, чтобы избежать осуждения людей, или мы со стыдом опускаем глаза, когда солнце следит за каждым нашим движением? Солнце, которое знает наши самые сокровенные желания и похотливые мысли. Только во тьме ночи раскрывается истинная порочная природа людей. Мы делимся своими дряхлыми телами
только с немногими избранными при лунном свете. Вопреки тому, что хотели бы думать ничтожные воришки, прячущиеся в тени, лунный свет никого не скрывает. Кожная Библия, главу о Архере. Хер. А, это новая херня. Очень похожа на Солнце, Луна является одной из изначальных сущностей, поэтому вокруг нее существуют легенды и верования, записанные с незапамятных времен. Это затрудняет отделение фактов от вымысла и безумного бреда от скрытой истины. Согласующиеся детали среди множества историй намекают на бога по имени Архер, также известный как бог-обманщик и бог Луны. В самых древних писаниях Архер изображен как бог безумцев и тех, кто поддался безумию. Его благословение для людей — это его лунный свет, который, как говорят, открывает истину под человеческой грязью. Истина, которая часто оказывается непосильной для человеческого разума. Можно спорить о том, является ли его версия правды более точной, чем версия человеческой грязи. В отличие от многих других старших богов, роль Архера в великой схеме вещей остается загадкой. Просто глядя на ночное небо, вы можете увидеть его присутствие в вечном сне. Это делает его скрытность еще более раздражающей. Он буквально прячется у всех на виду. Знак Архера повышает максимальную способность ума. Ебать. Максимальная способность ума. А как это проявляется вообще? О, Сильвиан. Ебать. Пенис. Богиня любви, похоти и создания. Она создала мужчин и женщин на заре времен. С самых первых мгновений она нежно любила своих детей. Со временем ее любовь расцвела в более одержимую форму, и она стала более практично подходить к контролю за направлением жизни своих детей, всегда помня об их наилучших интересах. Как только она поняла, что ее дети никогда не проявят к ней не столько же привязанности, ее любовь приняла более извращенную форму. Сильвиан заставила человечество больше понравиться ей и приблизиться к ее собственному образу с помощью своего дара людям, любовной магии, иначе известной как магия цветов. На короткое время в истории человечества люди погрузились в безумие плотских наслаждений, как единое целое море обнаженных людей в разгар полового акта пульсировало и тратило пустую свои дни. Сильвиан часто ассоциируется с Грогоротом, богом разрушения их потомков Винушкой, богом природы. Матка Сильвиан повышает потустороннюю защиту своего владельца. Окей, потусторонняя защита. Здесь составлена поэзия 17 века. С тех пор язык сильно изменился, и прямо сейчас вам не трудно увидеть приложенные усилия. Третье божество, да. Ну это круто, круто, круто. Хорошая библиотека. Повезло, повезло. Но мне бы пиво. Ну что ж ты, сердечко-то мое неспокойно. Мы ищем пиво. Мы ради пива готовы рискнуть здоровьем. Должно быть, это продовольственный склад в старом городе. Ну, пиво, пожалуйста. Ебучий случай, серьезно? Спички? Они не используются. А где? Ну типа на чем?
Ну, наверное, на... Слишком крепкая дверь. Два болта. Скорее всего, за закрытой дверью. Ух, ну что ж, снова мы здесь. Орел, решка. Плюс или минус? Орел это плюс, решка минус. На сей раз считай до 5. Раз. 2. 3. Кстати, там много вас, надеюсь, там есть пиво. 4. Ой, я еще слаб от голода. 5. Ну, я выберу орла. Да, блядь, иди нахуй, 4 раза подряд решка, ты ебанутый, что ли? Да нахера мне изолент? О, еще один Грогород. Грогород — погибель людей, тот, кто приносит новый рассвет силой и жестокостью. Грогород является другой стороной изначальной дуали. Созидание и разрушение, где одно не существует без другого. Слово разрушение часто ассоциируется со злом этого мира. Это, без сомнения, глупость. Нет места для появления нового, если для него не вышено свободное место. Человек боится разрушения, человек привыкает к миру и покою. Человек обрастает жиром и начинает бояться перемен. Перемены неизбежны, так же, как и Грогород. Что нужно понять, так это то, что разрушение носит чистый характер. Оно не нацелено на конкретного человека, оно просто существует. Грогород связывает с богом творения Сильвиан и их ребенком, богом природы Винушкой. Грогород предлагает человечеству благословление магии крови, постоянной жертвы во имя него позволяет создать прочную связь с ним. Метка Грогород повышает физическую силу своего. Вот это вот Грогород, все, мой бог. Мой бог. Это мой кандидат от народа. Свечки. Я поджег свечки просто. Зловещее предчувствие насчет этого места. На полке расставлены разные бутылки и баночки, похоже. А, корысть, да, прибавляется. Ну там чел сидит какой-то. Я к нему подходить особо не хочу. Ну, он весь какой-то не френдли, так сказать. Камень душ. Желтый флакон. Желтый флакон.
Ну да, его башка мне нужна. Ну, одежда у него такая. Уж больно священская. Ебать, мэр. Еще один новоприбывший приходит один, затем другой уходит. Как раз к ужину. Садись. У меня нет на это времени. Тебе лучше найти время, в конце концов, теперь я мэр. И мэр приглашает тебя на ужин при свечах. Мне нужно скорее попасть в город. Никто больше не входит в город без моего ведома. Я держу ключ у себя. Мне нужен ключ. Это очень плохо. Ты в курсе, что ты ебаный гандон? Ладно, сука. Потанцуем, блядь. На, поебал просто. Вы поглотили задушенную душу. Вы находите латунный ключ со львом. Сюда, сюда. Как? Победил? Победил. Потому что это я. Ну дайте мне пиво, пожалуйста. Пиво. Нож, мясной пирог, льняной жилет, счастливая монета. Балдеж. И, конечно, отпилим ему башку. Это был участник. Ну, что поделать. Это, наверное, был блондин, я думаю. Теперь буду знать. Скорее всего, чтобы его спасти, раз уж здесь есть священник, надо ёбнуть священника, я так думаю. Ну, это, я думаю, как-то так работает. Уничтожаешь источник проблемы, и проблема решается. Да вот только смогу ли я? Магическая защита. Ну хз. Ничего нового нету.
М. Голова джентльмена. Мела много, кстати. Ясно. И у меня вообще нет патронов же, да? Ну да. Опа, там Марина, кстати. Ну, блядь. Так. Это мне сейчас что нужно сделать? Это мне сейчас нужно... Ладно, я понял. Сейчас... Кто-то еще ходит, кроме меня? Так, мне нужен круг. Мне нужен Грогород. Поклонюсь Грогороду. Смогу открыть дверь, скорее всего. У вас есть вашим 0 из которых не являются участниками. Участники конкурса. Ну... А что, интересно, могу сделать с этой головой? Кроме подношения. Ничего же, наверное. Ну? Бля, я забыл. Грогород. Ага, все. Бляха-муха, да ну нахуй, серьезно, это так еще работает.
Подожди, у меня же есть метла. Блять. Привет, Димас. Погоди. А, там какая-то звезда, блядь. Ползвезда. Ну это обидно, чем я могу сказать. Ну, давайте посмотрим других. А этого куда? Погоди. А Сильвия? А, Сильвия тоже. Ну тут только Винушка могла подойти. Получается. Или нет, подожди. Или... Ну, да. Только я не помню, какой там рисунок был на полу. Да, использовал. Бля, пиздец. А где еще ритуальные эти есть? Я походу... Все. Мои полномочия все. Я в ужасе. Я в ахуе просто, реально. Погоди, я в ахуе, но... Где свечки? Может, есть свечки? Блин. Окей. Ах ты ебанат. Так. И как будто вариантов не особо много с этим чуваком. Разъебан нахуй. Голова отца Оскара. Батя Оскара отъехал. Так, ну что, давайте зададим квест с башками тогда. Welcome back. Ну, канистра хорошо сработала.
But we don't understand you if you gonna say like you say before. Стена завершена. Берегись. Щит 4. О. Класс, класс. Спасибо. Так, что за щит 4? Описание только там, да? Зачарованный щит с отрубленными руками установлен для защиты потусторонних сил. О, круто. Защита от огня еще есть на нем. Ну что ж, мы прям хорошо идем, если честно. Конечно, у нас полная лажа с головой. Рассудок прям просыпается нереально жестко. Свечек не вижу. Хотя, возможно, тут есть свечки. Окей. Ну да. Ух, господи, неплохо. Надо больше спичных коробков купить. Шлинги есть. А, ну так вот. А чё мы далеко ходим? Вот же. Блин, грязный туалет бумаг. Шлинги. Только не приноси Марину в жертву. Да не буду. Я ж не маньяк. Должна открыться. Да ёб твою мать. Если я ее не могу открыть... Может критану однажды? Вообще промахнулся. Окей. Ну, повезет однажды, повезет. Я вернулся. А мы тут делов творим вообще жестко. Мэра убили.
Священника убили. Выполнили квест с отрубленными головами. Четко вообще. Жесткий метод. Ну, что поделать, что поделать. Так сказать, по теории вероятности должно сработать. Крит должен пройти хотя бы один раз. Так интересно играть? Да, очень даже интересно. Очень крутая. Тут еще система прокачки довольно-таки любопытная. Надо делать подношения вот с этими головами там и прочее. Потом объединять осколки душ в один камень души. И во время отдыха на Хексене делаешь прокачку. Один камень души, один навык. Сейчас я сделал себе просто жесткого чувака. Но просто беда в том, что у меня нет патронов. Мой чел очень силен в огнестрельном оружии. Ну, посмотрим, какие там еще варианты будут. Посмотрим. Прокачки. Какие варианты прокачки еще есть. Капец, с критом не везет, конечно. Марина внутри, наверное, вообще охуевает, серьезно, типа. Кто там долбится? Дверь не может сломать. Это не то, чтобы как в «Сиянии» с Джеком Николсоном. Это чисто пародия этого. Ядрить, колотить. Горе спасать. Alone in the Dark стоит играть, но я в нее точно поиграю, так как это все-таки перезапуск довольно-таки очень старой франшизы. Прикольная игра должна быть. Ну тогда да, тогда тебе стоит поиграть в эту игру. По-любому стоит. Это хорошая игра, должна быть. Я не знаю, я не видел, но в теории должна быть крутой. Может быть, потом, после этой игры, когда пройдем ее, поиграем Alone in the Dark, но самую первую. Нет, даже не после этой игры, скорее всего, лучше стоит продолжить GTA 4, хотя бы DLC пройти. А потом уже заняться этими. Ты чего Invasion обижаешь? Блин, надо бы, да, пройти это. Больше тебе игр не подарит. Да он мне так и так не подарит, наверное. Ну ладно, скалолаза пройдем после этой игры. Скалолаза сразу пройдем. Скалолаза. Надо будет пройти скалолаза. Марина в шоке. Да Марина в ахуе, наверное. Я же могу крит дать. Я же должен дать крит. Ну по-любому. Ну как так? Я дал еще подношение Грогороту. Ну типа,
Почему я не силен? Подожди. Зависит от вида оружия. Ну, дробящая, вот. А там режущая. Ну, не сказать, что прям сильное большое отличие. Но в пределах 258 держится. О боже. Есть же вероятность, да? Не, ну, то, что хорошо, у нас, ну, разум не уходит. Нормально. It's okay. Я, конечно, могу пойти еще дальше. И я пойду, конечно. А он вообще способен на крит? Он критовать вообще не умеет, наверное. Давай, пойдем. Убедил. Мухомор. Красная трава. Мясной пирог. Ищет поместье. Орел и решка. Орел и решка. Плюс-минус. Считай до 5. Раз. 2. 3. 4. Орешка. 5. Молодца, молодца. Кожный доспех. Ну, вот он спасает от чего? Блин, он, к сожалению, не такой уж хороший. Хотя... Режущий 65. Блин, так-то фехтовальный гамбизон вообще крутой. Кожаный доспех. Блин. Ладно. 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 Ладно, черт побери, да. Кто-то сейчас будет делать салат свекольный с греческим йогуртом. Ой, бля. Я же говорил вам, что токарь будет делать какое-то блюдо высокой кухни. А что за яма там? Да хз, не работает яма.
Корни пробиваются сквозь потолок, вы могли бы использовать их, чтобы спасти. А, да? А, да? А, да? Здесь есть деревянный сундук. Так, орел и решка, все то же самое. Плюс-минус. Считай до 10 давайте. Монстры. Раз, два, три, 4, 5. Если что, пятый раз подряд решка падала. Шесть, 7, 8, 9, 10. Орел. Орел. Блять, 6-й раз ебанутый, что ли? Рифленая латная ёбка. Так. Что это за херня? Оно пульсирует. Ну вот говорят, что играют. Блин, был же человек. РПГ Раша. Он говорил, что играл эту игру на телефоне через эмулятор. На Steam Deck. Да, я сам тоже недавно узнал. Сегодня вот буквально. Типа, чего нахуй? А я могу что-то сделать с этим дерьмом? Спасибо, муж. О, нормально. 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 Идеально. Так. Может, я был голодный и поэтому не мог разбить дверь? А, у меня есть ключ. Ну да. Тот самый Соня. Мы снова встретились. Что ты тут делаешь? Да знаешь, просто болтать без дела в запертой комнате, будучи похищенной и все такое. Но хватит обо мне, как у тебя дела? Кто запер тебя здесь? Так называемый мэр старого города, но ты же знаешь, что это чушь собачья. Он такой же новоприбывший, как и мы. С ним случилось что-то очень плохое. Что-то очень плохое случилось со всеми в этом городе. Я не понимаю, это мой родной город. Здесь точно было не так плохо, когда я последний раз видел это место. Здесь всегда хватало придурков, религиозных фанатиков, но это уже новый уровень. Или новое дно. Называй как хочешь. Думаю, настало время свалить отсюда навсегда. Возражаешь, если я побуду с тобой? Вовсе нет. Мило. Найс.
Спасли. Спасли. Тогда он и купит Steam Deck. Ладно. Да. Блин, хорошо, что тут Марина появилась. Документы из Прехивилла. Ну-ка. Можно, в принципе, здесь попробовать поспать, кстати. Или мы это сделаем после того, как дверь откроем. Оглядываясь назад на историю этого места, можно сказать, что здесь существовало поселение с тех пор, как этот район написан в книгах по истории. Она всегда была сосредоточена вокруг таинственной полой башни, которая служит центральной опорой сообщества. Город процветал в жестокую эпоху 1600-х годов, но по мере приближения к современности он быстро терял свою известность. Я понимаю, что город среднего размера по сравнению с городами Восточной Европы, но все же мне трудно поверить, что это место могло бы служить каким-либо центром в цивилизованном мире. По какой-то причине правительственные чиновники настаивают на том, чтобы Прехивилл сохранил свою столичную идентичность, несмотря на то, что это один из самых отдаленных и неприветливых городов во всей Богемии, если не во всей Европе. Единственное объяснение, которое я могу придумать, заключается в том, что страна гордится старыми архаичными обрядами, которые все еще существуют в этом городе, и они хотят продемонстрировать свою полную поддержку. Если бы вы посетили Прехивилл и осмотрели его небольшой центр, вы бы увидели отблески его древних славных дней, которые все еще живы в наши дни. Не позволяйте торговому району в западном стиле с его последними киноафишами или рекламой ввести вас в заблуждение. Местные жители все еще поклоняются старому мировому порядку в сырых и разрушающихся частях города. Места ритуальных убийств находятся буквально за углом, независимо от того, где вы находитесь в городе. В то время как снаружи церкви выглядят посвященными нашему единственному истинному богу Алмеру, внутри все рассказывают совершенно иную историю. Древние боги, не имеющие имен на одном известном языке, все еще обитают в этих склепах, и почему бы им этого не сделать? Вы можете услышать, как священники поют свои мессы в залитых лунным светом переулках глубокой ночью. Весь порочный город – это игровая площадка для древних существ, и люди, живущие там, без раздумий предлагают себя первому попавшемуся. Вот так вот нахуй. Уф, хорошо. Чисто один из двух. Но это был фанатик этот, да? Который в конце вагона был, который фанател от Марины. Но я понял. Хексен. Медленный метаболизм, мастерство рукопашного боя, шеф-повара. Красная дуга. Хуй знает. Ой, блядь, нет, нахуй, что за хуета, блядь, пизда, блядь, я ебал. Пизда. Не, серьезно. Ну это пиздец, это ёбаный пиздец просто.
Я не сохранялся. Это сейчас сколько? Ну, дохуя прогресса ушло. По идее, тут мы должны были сохраниться, и было бы где-то по времени прогресса на 7 часов, возможно. Привет, Антон. Блин. Это пипец какой проеб. Это был мощный проеб, ребята. Самое что ни на есть, самый мощный проеб на всем белом свете. Опять что-то. Ну, это довольно-таки крутая игра. Это очень мощная игра. Ну, в теории, блин, я по идее могу сейчас до хера делов натворить крутых. Бля, мне бункер еще пробегать. Но с другой стороны, я смогу сейчас на первом же дне дохуя всего сделать. Это Fear and Hunger. Так-то сейчас быстрее пойдет. Ну так-то да. Так-то да. Но еще плюс в том, что сейчас я должен хорошенечко прокачаться. Короче, к мэру зайдем. Сейчас прям. Я книги богами залутаю. Да, Fear and Hunger 2 термина. Так, подожди-ка. А, у меня спичек нету. А, я же их не покупал еще. Да, все правильно. О, это ж получается мы Грогороту вообще жестко должны будем. Это какой уровень у нас будет? Блин, довольно-таки высокий. Довольно-таки высокий. Мощные звуки. Ну да. Не, игра сама по себе довольно мощная. Так, сначала бункер пойдем. Короче, похуй, пошли в бункер. Выглядит там все страшно, но по факту... А, блин, там собаки. Твою мать. Нет, погоди. Там не все так просто. Там не все так просто. Надо подготовиться немного к встрече с собаками. Хотя бы ХП поднять. У нас даже этот дом не залутанный. Ну хотя у меня тут уже, ну как бы патроны есть.
У меня тут патроны есть. Так-то да. Блин, так хороший сейф. Не зря сохранился отдельно. Очень хорошая привычка сохраняться отдельно. Туалетная бумага лежала. Не. Ну, потом возьму, потом. Пиво. Балдеж. Так. 9-миллиметровые пули. Масло. Ебать, сколько 9... Чего на 6 патронов для пистолета? Так. Все нормально. Пиво. Кусок ткани. Найс. Пистолет тоже имба? Найти бы. Так. Ну чё? Плюс, минус, орел, решка. Орел это плюс, решка минус. Считай до 10. Пишем в чат. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Я, блин, а вдруг опять решки пойдут? 8, 9, 10. Так, решка, значит. Ну, нихуя. А как это работает-то, блин? Не, ну, ребята, это... Время решка будет или как? Это квантовый механик большинство гадает. А, типа так работает? Ну, значит, не зря, спрашиваю вас, не зря. Очень даже не зря. Да, я на ютубе еще. Блять, такая, сдохни. Так. Редкость? One hit. Ну, 300 хп. Все деревенщины 300 хп. Сильвиан. Сильвиан. Немного не то.
трава, лаванда. И сколько лет, Твинис? Вообще не понимаю. Ты все время об одном и том же пишешь, как будто бы больше тем для разговора нет у тебя. Так. Самодельная броня. Так. Но придется побегать. Мать твою, мать твою, мать твою. Что ж, пиздате. О, привет, кино, здорово. Ну хорошо, как будто бы мы нормально так сделали все. Впервые за целый день сел, нихера себе. Что делал, что делал? Ну-ка рассказывай. А, ты же в этом мрачном Питере находишься. Так, немного похаваем. Смотрел императорский золотой дворец. Звучит круто. Я уверен, что где-то был им золотой толчок. Жестко. Главное переварить еду, да. Поздравляю с покупкой. Хорошо. Что за книги? Ну, слава богу.
3 книги Терри Пратчетта, одна история Англии и история тамплиеров. Ха-ха, Клим Саныча младше. Мощно, мощно. Хорошие приобретения, хорошие. По-настоящему круто. Зевок. Пробудился от моего сна. Еще не время. Время для чего? Какая досада. Я жду винушку. Не буди меня больше, червяк. Все, без вопросов. Как скажешь. Не. Да. Винушку он ждет. Так, ключик тут один есть. Да. Так, ну чё, снова орел, решка, плюс-минус. Орел плюс, решка минус. Считай до 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Что-то опять решка. Будет? Да ты нахуй шутишь, блядь. Может, мне вообще спрашивать не стоит, типа, насчет... Типа, ну он всегда, походу, так будет делать. Циркулярный диск. Метла. Блин, вот этот ambient очень давящий, конечно, пиздец. Очень стрёмный, шо капец вообще. Мел. О, болт. 3 болта. Металлолом. Интересно, для чего он мне понадобится? Ну, болты имеется, да? Пиздуки я ебал. Да, стрёмно очень. Очень стрёмно.
Блять. Так, еще один сундук, ребят. Решка. Ну, так же. До 10. Раз. 2. 3. Один орел есть. 4. Один решка. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ну, ебать, ну, и конечно, ну, конечно. А я говорил. Ну, а ты говорил. А ты говорил. Хе-хе-хе. Блять, какой-то гондонский мудак бежит на меня. Бля, может ёбнуть его, а? А, окей. Да, ёбнем его. Похуй, вообще похуй. Потратили все патроны и похуй. Я, главное, его убью. Успею. Блять, да ну нахуй! Что? Ебанутая тварь, просто ебанутая тварь. Чайник вскипел, ну пиздец, да. Не. Ну, я думаю, я сегодня максимум сделал вообще своих действий. К следующему стриму, я думаю, сделаем тоже дохуя всего. Так, вот. Да. Так что так вот, ребята. Завтра обязательно продолжим проходить. Или послезавтра. Ну, посмотрим, как пойдет. Если что, дайте знать в телеграм-канале. Вот, пожалуйста, переходите. Там у меня в основном новости игровые, не только, и, соответственно, также и оповещение о начале стрима. Под последним оповещением о стриме можете оставить комментарии о том, завтра стоит или послезавтра. В воскресенье прилетаю домой, кстати. О, нормально, нормально. Ой. Так, что там? Гриша что-то скидывал.
Ага. Окей. Ладненько. Давайте-ка, наверное, зарейдим какой-нибудь канал. Посмотрим также Ференхангер термина есть русские. Посмотрим также Ференхангер термина есть русские. Посмотрим также Ференхангер термина есть русские. Посмотрим также. Без тильта. Гарвент. Лесик Стори. Ну давайте. Вот это что-то интересное. А, это первая часть. Типа, если не против, можно было бы вместе также постримить. Типа компанию просто, типа... Сидор бухает. Пригоржен. Ладно, вот этот поход забавно. Хочешь посмотреть, что Давайте сюда закину. 8 фолловеров. Вообще нормально. Просто, типа, на мой взгляд, Silent Hill вообще одна из лучших игр, которая выходила. Да, ужас, перс на колесах, прикинь. но она, Жесть. Там ужас. Дежавю, типа, I не то, wanna что be теряешь, with там, такой people. предыдущий. Higher on the street. Вот это вот все. не любитель играть самостоятельно. Ладненько. Так, сейчас передавать человеку привет, заобщайтесь и все такое. И, собственно, все на этом. Я пойду спать. Я и так очень поздно засиделся. Это просто жесть. Давненько я так не сидел. Да, Мош, спасибо большое за донаты. Етроку большое спасибо за крупный донат тоже, за 500 рублей. И, собственно, всем вам спасибо за общение и за присутствие на стриме. Хорошо посидели, правда. И завтра или послезавтра увидимся. Напишу в телеге конкретнее. Все. Всем спасибо и пока-пока.